Что с детьми? Что с детьми у вас? Здесь проверим. 4 кубков. У вашего ребенка будет шанс, но здесь важно, чтобы он его не пропустил. То есть, смотрите, карты подсказывают, что ваш ребенок упускает какой-то шанс. И вам этот шанс нужно реализовать, чтобы он не пропустил. Да? Ну, не проспал. Или знаете как, вот по этой карте я не обращаю внимания на свои шансы. А надо обращать внимание. Ты просто смотри, а карты все расскажут сами. Общий расклад Таро на то, что видят у вас карты Таро сегодня. Гадание на судьбу, на ситуацию, потоковое чтение для вас в общем раскладе Таро сегодня. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И по традиции мы начнем с вами общий расклад онлайн-гадания с того, что посмотрим, что видят карты у вас сейчас. И оттолкнувшись от этого, мы погрузимся с вами в потоковое чтение Таро и аккуратненько превратим его в саблиминал, который будет трансформировать вашу реальность. Будем надеяться, что к лучшему, но если будем замечать какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, нехорошие, то будем стараться выруливать в лучшую сторону или на лучшие линии судьбы. Давайте начнем. Ну что ж, вы как человек сейчас находитесь в движении, в дрейфе в таком, да, но это не дрейф даже, это больше вы держите курс. Причем этот курс, он под вашей ответственностью. Вы капитан корабля, и вы отвечаете за то, что происходит. То есть, кроме вас, никто не отвечает, никто не виноват. Ну, я не виновачу вас, но давайте так скажем. На вас лежит полная ответственность за то, что происходит в вашей жизни сейчас. И вы не дрейфуете. Я оговорился. Может быть, это что-то мое, да, и оговорка по Фрейду. Ну, здесь как бы вы все равно плывете, да, то есть вы толкаете. Поэтому дрейф – это когда вы не имеете ни сил, ни попутного ветра. А здесь вы своими силами создаете попутный ветер и задаете свое направление, ну, или свой ритм в выбранном вами направлении. Вот так, видите, как интересно. Вы достаточно сильный человек. Неважно, кто вы, мужчина или женщина. Если вы женщина, вы очень обворожительная, очень привлекательная, сексуальная. Такой же вы мужчина, тоже обворожительный, привлекательный. Лев – это еще часто смелость, отвага. И смотрите, вы не боитесь идти вперед. У вас нету страха двигаться вперед. Ну, как минимум, вы хорошо делаете вид, что вам не страшно, что вы не боитесь. Интересно, интересно. И еще у меня такое ощущение, без разницы, кто вы, мужчина или женщина, но вы идете навстречу не только судьбе, но и своему мужчине и женщине, если вдруг вы ищете отношений. Так, 7 пентаклей, ну, скажу так. Иногда оппозиция лежит как раз в позиции, карта лежит в позиции иногда, вы сомневаетесь в своем успехе, и вам иногда кажется, что у вас что-то не получится. Но, тем не менее, ваша настойчивость, вот эта карта, она о воле, все равно не дает вам остановиться. То есть иногда апатия вас нагребает. Ну, хорошо, что не депрессия, да, девятка мечей, если была бы вообще плохо. А тут 7 пентаклей. То есть иногда вы сомневаетесь в достижении своего успеха, сомневаетесь в своем курсе, сомневаетесь, может быть, в том, что встретите того человека, которого вы ищете. А счастье рядом, счастье близко. И самое главное, карты прямо сейчас вам говорят, счастье находится внутри вас.
В одном прекрасном месте есть одно прекрасное устройство под названием зеркало. И на этом зеркале оно прямо в полный рост, метр где-то, условно говоря, 1,90 м, 2 вертикальное такое зеркало. И оно стоит на улице, и написано на этом зеркале: все, что тебе нужно, уже здесь. Так вот, вы идете к своему счастью, и самое главное, на этом пути не потерять себя. Но самое главное, не забывать, что счастье внутри вас. И если вы об этом вдруг забудете, то сомнения вас будут все сильнее и сильнее одолевать. Также, кто на раскладе? На раскладе женщина, особенно женщина, которая не уверена, что у нее получится что-то с мужчиной. Особенно если мужчина водной стихии. А мужчина этот, он живет всласть и для себя. То есть он как бы знает эту женщину, то есть вас. Знаете, как бы делает вид, что ему, что вы не на первом месте, что ему и без вас хорошо. Да, делает вид. И так ли это на самом деле, пока непонятно. Да, мы видим просто ситуацию сверху. Смотрите, есть дух, и здесь вторая старшая карта. Она... Знаете, вы часто делаете глупости, совершаете глупости, и еще какая-то глупость у вас впереди. Но вот то, что вы совершаете глупости, это неплохо. Почему? Потому что вы даете себе возможность уникальную, причем благодаря этим глупостям вы получаете уникальную возможность либо начать все сначала, либо начать новый путь. Возможно, вы уже сделали какую-то глупость и начали новый путь, да? Но это неплохой дурак здесь. И есть мужчина, возможно, в вашем окружении, который делает вид, что вас либо не замечает, либо обесценивает вас, либо делает вид, что вы ему безразличны. И напротив, мужчина, который смотрит сейчас расклад, он не все делает, не прилагает все силы, которые у него есть. То есть у вас, как у мужчины, если вы с точки зрения мужчины смотрите, есть намного больше возможностей, но вы не используете их, к сожалению. Эта карта, то есть вы как бы немножко пофигистически настроены на свои возможности и не используете свои ресурсы на 100%. Также тот, кто смотрит этот расклад, благодаря своим усилиям получит еще один шанс на то, чтобы реализовать свои силы, на то, что они сейчас направлены. То есть у вас получится скорее, да, то есть, как минимум шанс будет, да, шанс это уже хорошо, шанс это всегда возможность получить то, что хочешь, да. И на раскладе также есть мужчина. Мужчина пытается, старается, не всегда получается. Почему? Потому что у мужчины не все ресурсы использованы. Мужчина достаточно, своенравный, с характером. Иногда такой, не водовар, а... Да, водовар. Водовар – это огонь огня. Властный управленец с характером. Характер львиный, лев и лев. Тут два льва. Может быть, у вас, как у женщины и у мужчины, совпадают знаки зодиака. Два льва, например, два овна, два стрельца. Может быть, вы пламенные близнецы. Это может быть здесь. Или близнецовые пламена, так тоже можно. Женщина ищет мужчину такого, чтобы мог ею управлять. Здесь так. Но сомневается в этом. У женщины, которая ищет мужчину, есть хорошие шансы найти себе нового мужчину. Они тут есть. Но если у вас есть сейчас мужчина, который делает вид, что вас не замечает, его нужно разжигать. Разжигать в нем интерес, страсть, пламя и так далее. То есть вы тоже, как женщина, не все делаете, не прилагаете всю энергию
для того, чтобы мужчина обратил на вас внимание, заметил или давал вам больше, чем у него есть на самом деле. А у него, поверьте, на самом деле есть намного больше, чем он показывает. Ну окей, давайте посмотрим, правильным ли вы путем идете. Вот у вас есть комбинация здесь в этой карте рун Райдо и Эвос. Да? Выбран путь и есть движение. Правильный ли это путь? Первый вопрос спросим. Ну, пока посмотрим подсказки и инсайты. А правильный ли это путь у вас? Да. В любом случае, особенно если вы ищете любовь. Ну, например, вам запал в душу мужчина или запала в душу женщина. Правильный мужчина, правильная женщина. Например, вы хотите поехать куда-то, переехать или что-то сделать. Если вам это в душе, по сердцу нравится, правильно, правильное решение. Хорошо. Совместимы ли вы с загаданным мужчиной или женщиной? Ну, здесь посмотрим. Здесь все-таки характеры всегда. А мы посмотрим, а совместимы ли вы? Ну, а если нет, то, может быть, какие-то подсказки получим. Совместимы ли вы? Да. Особенно, если мужчина земной стихии. Но мы смотрели здесь пламенные огни. Это вообще или пламенные близнецы, да, или близнецовые пламена, да. Пламенные огни, да. Близнецовые огни. Да, если вы совпадаете стихиями, то есть огонь, огонь, вода, вода, земля, земля. Ну и если мужчина здесь телец, ну, может быть, дева или козерог. Да, вы совместимы, если мужчина обеспеченный, самодостаточный, не бедный и не жадный при этом. Хорошо. Давайте спросим. Вот вы в чем-то сомневаетесь. Есть у вас сомнения по поводу чего-то? Может быть, по поводу этого мужчины, по поводу женщины, по поводу счастья в личной жизни, по поводу нового начала, по поводу управления чем-то, да, может быть, успеха на работе. Стоит ли вам сомневаться? А стоит ли сомневаться? Пока да. Пока да. Но я вам так скажу. Знаете, почему вы сомневаетесь? Вы не знаете, что делать с прошлым. И вот то, за что вы зацепились в прошлом, оно и является источником ваших сомнений. Если вы закроете гештальт прошлого, то сомнений у вас не будет. Но проблема в том, что вы двигаетесь вперед, но вас что-то якорит. Я вижу здесь эту птичку, да. Может быть, кто-то отвлекает. Может быть, планы из прошлого. Ну, есть как бы такой нереализованный момент прошлого, и вот он вас стопорит настолько, что у вас появляется сомнение, что вы достигнете того, в чем сомневаетесь. Поэтому давайте так скажем, чтобы достичь того, в чем вы сомневаетесь, вам нужно не якориться на прошлом, и, условно говоря, сделать вот отвязку, да, вот есть такой обряд даже отвязка, да, и кто делает вот все эти обряды, да, тот проходит вот эту карту, да, и переходит к чему? К тройке жезлов. Поэтому у вас получится, когда вы дадите себе возможность открыть для себя перспективу или дорогу, по которой вы плывете, но без якоря. Услышали. Давайте спросим, а что именно вас тормозит? Это, кстати, такая тоже тормозящая карта или прокрустово ложе, да? Иначе, да? То есть, что является для вас прокрустовым ложем или якорем, да? Что именно вас тормозит и останавливает? Но вас останавливает женщина. Эта женщина может быть ваша мама. Но если это не родители, если откинуть, допустим, родовые программы, вдруг, если они негативные, мы здесь не делаем негативные диагностики. Кстати, делали диагностику на отношения в прошлом ролике. Посмотрите, ссылку я поставлю вот там в правом углу. Вас тормозит женщина. Женщина водной стихии, скорее всего, она рак.
может быть скорпион, может быть рыба. У этой женщины есть красивые собачки. Ну, вообще-то баллонки или мальтийские баллонки, или просто баллонки, или мальтипушечки, неважно. Может быть просто белые собачки. Эта женщина имеет эмоцию. Это можете быть и вы, кстати, особенно если вы водной стихии. И этой эмоцией она цепляется за прошлое и идет вперед, но очень медленно. Точнее, она даже плывет. И как охарактеризовать эту женщину? Это женщина, которая плывет по своим эмоциям. И иногда в этих эмоциях она вязнет. И эти эмоции являются для нее якорем. Поэтому, мужчины, смотрите, если вы хотите идти вперед, то вас не должна тормозить женщина, особенно если это, например, бывшая жена, например, бывшая женщина. Ну и женщины, если у вас там был какой-то мужчина, который повернулся к вам спиной, вот он вас тормозить не должен. Вас также не должен тормозить и огненный мужчина, особенно если он бывший. А огненного мужчину не должна тормозить водная женщина. Какой шанс у вас появляется в будущем? Шанс на что? Дурака проверяем. На перемены к лучшему. Значит, смотрите, у вас есть шанс на путешествие, на переезд, поездку, на продажу и обмен, на улучшение в финансовом аспекте, на работе и в бизнесе. Особенно, если вы чем-то торгуете и что-то возите. Да? Но также у вас есть хороший шанс поменять отношение к лучшему. Прекрасно. Мужчина огненной стихии. Что думает о вас сейчас? Что думает о вас загаданный мужчина? Особенно, если он огненной стихии. Его мысли о вас такие. Да, ему сейчас все равно. Ему сейчас все равно, ну, можно сказать, что ему на вас... Не буду так говорить. Дурак рядом просто. То есть, ему безразлично. То есть, вы ему сейчас безразличны. Особенно, если вы в браке. Ну, это брачная карта. Хорошо. Была ли любовь с тем человеком, о котором вы сейчас думаете, и на которого можно подумать, что вы любили друг друга? Это была любовь или нет? Это была любовь, но ее уже сейчас нет. А что сейчас есть, если это не любовь? Тогда что это? А почему так? Потому что телец и огонь, но все равно что-то горит. А что сейчас горит с этим человеком, если уже нету там любви? А горит здесь мир. И вам нужно искать выход. Значит, смотрите. Если это не любовь, то в лучшем случае у вас горит мир. То есть вам с этим человеком во что бы то ни стало желательно помириться. Давайте тогда посмотрим, а сможет ли вас простить загаданный человек и отпустит ли вас загаданный человек, если вы с ним помиритесь? Да, он вас и отпустит, и простит, и есть шанс на примирение. Когда вы помиритесь с этим человеком, вы закроете гештальт, и ваш кармический узел развяжется. А если вы развяжете кармический узел, сделаете отвязку, да, в том числе, если и обряды делаете, да, вот как раз если сейчас эти делать, то вы открываете себе двери к открытию дорог и перезагрузке матрицы судьбы. Прекрасно. Поэтому вас этот человек простит, отпустит, и неважно, это человек живой, неживой, неважно, да, то есть, бывает такое, да, вот ушел человек в мир иной, а вы ушли, он ушел от вас с конфликтом. И все, и узел все равно, и вам идти вперед очень тяжело. Хорошо. А насколько реально счастье у этой женщины вообще? Да, вот счастье и женщина проверяем. Или по судьбе ли найти этой женщине свое счастье?
Загадайте срок и напишите срок на свое счастье. Я вам сейчас покажу карту. Вот поставьте на паузу, загадайте срок и напишите в комментарии. А я вам подскажу, сколько вам до вашего счастья по времени. Написали. Снимаете с паузы. Вы сняли с паузы. А здесь не в сроке дело. Здесь важно закрыть гештальт с какой-то женщиной, закрыть конфликт с женщиной, закрыть магические атаки от женщины, развязать кармический узел с женщиной, закрыть родовую программу с женщиной. И тогда, когда вы это закрываете, я думаю, в течение года, это Овен, или к Новому году, в течение года до конца года, вот так. То есть у вас где-то год, если у вас закрыты все гештальты с женщиной. Это может быть мама, сестра, любовница, и так далее. Да? Все, что касается женщины, особенно если на Овен, Лев или Стрелец. Даже отдать долги или помириться, понимаете, да? То есть то, что я говорил. Хорошо. Я смотрю, что у вас меняется жизнь к лучшему. А в какой сфере? Какая сфера у вас к лучшему идет? В отношениях. В личной жизни вы разорвете порочный или кармический узел болезненных отношений и выйдете в зону такого, давайте, свободного плавания, где отношения больше не будут приносить боль и страдания. Прекрасно. Суждено ли вам выйти замуж и жениться? Давайте смотреть. Карта очень тяжелая. Вас все время тянет в прошлое по этой карте. И у вас есть шансы. Они невысокие. Но это карта концентрации на прошлом. Если вы закроете то, о чем я сказал в предыдущих картах, вот тут вот по этой карте особенно, то тогда такой шанс у вас появится. Возможно. Вероятность невысокая, но все по эмоции, по привязке. Да, вот эмоция, привязка к эмоции, да, у вас идет. Давайте так скажем. Шансы невысоки, но прошлое, эмоции и гештальты прошлого все равно вас подтормаживают. Что приходит на место того, что закончилось? У вас в жизни сейчас что-то закончилось. И что на место этого приходит? Семья, гармония, стабилизация в отношениях с мужем, с женой, с детьми и с вашим жильем именно, да, вот с квартирой или домом. Здесь квартира скромная, домик тоже скромный. В чем выход для вас? В чем суть выхода, да, или выход? Или кто для вас является выходом? Смотрите, тут двойка жезлов. Выход для вас, как по пажу я говорил, да, это не держаться за прошлое. Поэтому оставьте прошлое и смело идите вперед. Выход для вас – это двигаться дальше. Это давать все время себе перспективу. Не останавливаться на месте и не держаться обеими руками за то прошлое, которое вас держит. Или эмоционально, или кармически, или материально. То есть движение только вперед. Выход в движении вперед. И знаете, как есть такая пословица или мудрость: движение – это жизнь. Все. Дорогу осилит идущий, и нет человека, который может вас осудить за то, что вы двигаетесь таким путем, который вы себе выбрали. Хорошо. Какой поворот готовит вам судьба? Проверяем. Подарок судьбы или поворот судьбы? У вас развяжутся руки, вы помиритесь с кем-то, примите ответственное решение и двинетесь дальше. То есть вы сможете продолжить движение с примирением и со свободными руками, с открытыми глазами и пониманием, как больше не попадать в тройку мечей. То есть вы идете по жизни дальше свободно, без страха, смиренно, приняв свое направление
и достигая своей цели. Прекрасно. То есть, по сути, здесь не поворот судьба готовит, а наоборот вам открытую дорогу готовит. И прямо сейчас можете нарисовать себе на запястье руну Райдо и подготавливать себя морально, физически, психически, материально к открытию своих дорог. Если вдруг в вашей жизни есть ведьма, атачит или магичит ли она на вас сейчас? Проверим эту ведьму. Но это не диагностика, а просто посмотрим. Если вы чувствуете, что потеряли сон, и вам все время что-то кажется, тогда вам не кажется. И сон вы не просто так потеряли, а скорее всего на вас магичат. И это может быть связано что-то либо со снами вашими, вашим психоэмоциональным состоянием, вашими видениями, и, возможно, это связано с тем, что вы пьете, и с тем, что у вас сейчас в отношениях. Хорошо. Чем ваше сердце успокоится? Проверим эту тройку мечей. Сердце успокоится у вас новым делом, новыми идеями, новыми задачами и новым желанием. Возможно, новый мужчина и, возможно, потеплением отношений, потеплением отношений с тем мужчиной, с которым они охладели или остыли, или вдруг был разрыв. Поэтому, если вдруг вам актуально спросить, а конец или пауза, то, возможно, у вас пока что пауза. Хорошо, а простит ли вас человек, который не может простить? Да, простит. Нужно ли вам прощать? Да, естественно, мы уже об этом говорили, но прощение вам будет. Неважно, этот человек жив или не жив. Особенно, если он не жив, он вас простит. Хорошо. Что в семье? Давайте спросим, что с детьми? Что с детьми у вас? Здесь проверим. 4 кубков у вашего ребенка. Будет шанс, но здесь важно, чтобы он его не пропустил. То есть, смотрите, карты подсказывают, что ваш ребенок упускает какой-то шанс. И вам этот шанс нужно реализовать, чтобы он не пропустил. Да? Ну, не проспал. Или знаете как, вот по этой карте я не обращаю внимания на свои шансы. А надо обращать внимание. Что уходит из вашей жизни навсегда? Или от чего вы должны уйти и отказаться? Возможно, это старая работа и старый способ зарабатывания денег, старый способ быть успешным. Вас ждет новый способ работать, зарабатывать, делать деньги и быть успешным. С чем вам придется смириться и принять? Вам придется принять послание небес, послание высших сил. Вам придется смириться с тем, что, возможно, вам надо учиться таки. И вам нужно смириться, помириться с вашим отцом. Может быть, простить, отпустить. Ну и смириться и принять ситуацию вашу в браке. Ну и отталкиваться от того, что есть, и двигаться дальше. В чем вы заблуждаетесь? В чем вы заблуждаетесь? Вы заблуждаетесь в способе получения денег, заблуждаетесь, что вам надо кому-то что-то давать, и заблуждаетесь по поводу своего ребенка. Возможно, вы ему даете слишком много, и можно давать меньше. Какая идея может быть для вас ключевой? Ну или неплохая идея от Таро. Неплохая идея достигнуть успеха и достичь признания и победить в каком-то вопросе, который важен для вас. Где искать счастье и любовь? Счастье и любовь в вашем случае находится в вашем сердце, потому что это сердечная чакра, лев. Но счастье и любовь ищите в борьбе.
Дорогу осилит не только идущий, но и тот, кто успевает или готов принимать вызовы судьбы, схватки, сражения, конфликты и неудачи. Здесь в игре могут быть и поражения. Поэтому где искать свою любовь и свой успех? Там, где есть борьба. Что вам карты советуют делать? Менять свою жизнь, не стоять на месте, двигаться и помнить о том, что в движении жизнь. Не бояться перемен, даже если они не очень позитивные. Что на работе очень скоро ждет вас. Вы получите какое-то денежное подкрепление и останетесь со своим и на своем. Что спешат передать вам высшие силы и человек с того света. Храни молчание, храни тайну, учись и, возможно, где-то прими вызов магии, но борись с ней, с магией, если она есть. Что высшие силы хотят еще вам сказать о ребенке? У вас может быть еще один ребенок, но если у вас еще один ребенок не планируется, то вам нужно налаживать отношения с ребенком, быть с ним мягче. Но это не говорит о том, что вам нужно засыпать его золотом и давать ему все. Дайте ему внимание, дайте ему сердце, примиритесь, примите его таким, какой он есть, и дайте ему быть самим собой. В чем для вас суть победы? Что для вас может быть победой? Успех в финансовом аспекте. Жизнь – это не только деньги, да, но и деньги в том числе. Помня о том, что деньги всегда есть у того, кто идет к своей цели. Скорее всего, для вас успех – это достижение вашей цели и адекватное ее материальное вознаграждение. Получится ли у вас быть победителем в этой схватке, о которой вы думаете прямо сейчас? Да, у вас есть там перспективы, если не побоитесь рискнуть и бросить вызов всем стихиям. Всем 4 стихии земли, огня, воды и воздуха. Но помните о том, что сегодня на раскладе сам дух. И именно дух и будет тем оживляющим фактором, который даст вам столько сил, чтобы достичь успіха на путі к своїй цілі. Все буде добре. От побачите. Лишайтесь на зв'язку. Па-па.